Это руль от Mitsubishi Pajero. В общем, тонковат он. И будем делать сначала подложку. Вот такой вот материал. Мне как-то присылали давно, я уже что-то кусочек из него делал. И типа с завода используется на каких-то машинах. Вполне возможно, что на BMW у них же бывает на подогреве что-то подобное. Ну, похож на сплен. Вспененная хрень какая-то. Как он называется, я не знаю. Вот с одной стороны так выглядит, а с другой стороны так. Похоже, но разница есть. Видимо, здесь есть лицо, есть и это. Но это не точно. Короче, натягивается он нормально. 2 миллиметра примерно толщина у него. И под кожей он так прикольно ощущается, наподобие неопрена. Вот для того, чтобы эта наша подложечка здесь все хорошо держалась, в них вот на рулях какая-то резина, силикон какой-то, хер его знает, что это за резина. В общем, не очень хорошо клей держится. Грунтую космофену. Потом зашкурю, и она прям вообще будет хорошо держаться. Вот. И, кстати, вот космофен, когда делаешь, это же вообще адская какая-то херня, у него пары, вообще жесть. Вот такой вентилятор вообще решает вопросы. Маленький, 1000 с чем-то там рублей стоит. Включаешь его, и прям реально вот спокойненько делаешь, все сдувает в сторону. На оператора как раз, чтоб кайфанул лишний раз. Так, все. Короче, с ней вообще работать нормально, с этой штукой. Вот, мягенькая такая стала. И толще. С кожей будет вообще самое оно. В принципе, ложится она прекрасно. Мне нравится. Ну, проще, чем неопрен укладывать, по крайней мере. Вот у нее, очевидно, есть две стороны. Я вот, короче, на ту, которая более пористая, намазал клей, а на одну, на другую сторону намазал. Посмотрим. Я просто не знаю, где у нее лицо. Тянется материал прекрасно. Вот так вот делаю, чтобы дать возможность натянуться дальше. Это можно сравнить с тем, как каучукеры перетягивают рули каучуком. Вот он примерно так же укладывается и тягнется, как хочешь. Хочешь полсантиметра, хочешь сантиметр, зазор оставь, каучуку пофиг, там точность не нужна, все подгонится. Вот. Так, дальше я вот так прирежу канавочку. Можно даже здесь как стык сделать, чтобы не как на заводских посередине, где у тебя шов еще так обламывает он потом. Интересный материал. Я до этого с ним не работал, если что иметь в виду. Первый раз использую его на руле. Кстати, можно же вот так сделать.
Вообще великолепный материал, я не знаю, почему у меня этот материал больше года, наверное, лежит, и я с ним ничего вообще не делал. Ну что-то делал как-то, потому что там отрезано было. Я даже не помню, что, но не руль. Блин, это круче неопрена. Надо себе на руль такой сделать. И он, короче, мягенький. Так, ошибки прощает. С удовольствием причем. Да, материал мне нравится однозначно. Разного цвета, напоминаю, я там говорил чуть раньше. У нее две стороны, и какая из них лицо, я не знаю. Я попробовал на эти части на одну сторону намазать, а на эти на другую. Вот сейчас клеил, разницы нет. Такие заготовочки, ну эти уже готовые, еще покажу. Вот так вот я отмеряю куски, которые надо. Так вставляю, пальцем прижимаю. Вот так натягиваю ее. Тут пальцем, хоп, чувствуешь канавочку. Зажимаешь раз и сразу, припуск добавляю сюда. И потом нижний кусок, который уже заготовлен, обвожу. И вырезаю. Здесь будет елочка, поэтому вот эти места, швы, я сразу приклею. Здесь мажу
клеем и их мажу. И вот так одеваю. Поправляю, чтобы здесь к центру она легла. Нитка 20-ка.